Всем привет и передаю слово Егору. Сегодня у нас знаменательный день. Знаменательный он тем, что сегодня у нас акция по двойным выплатам за продажу спецгруза. Казалось бы, что тут такого особенного, но на самом деле для нас этот день особенный, и сейчас я объясню почему. Дело в том, что я вот так вот прямо вот взял, назадротился и прикупил целых 5 складов. Не просто 5, а именно 5 больших. И я их все забил под завязку, и сегодня мы попытаемся их все продать. Надеюсь, что за раз. Пока что Здорово. давайте спустимся и проедем. Проведу небольшую экскурсию по всем своим складам. Насколько я знаю, товары на твоем складе особенные, так как ты занимался этим несколько лет. Можешь, пожалуйста, про это подробнее рассказать? Но на самом деле несколько лет это громко сказано. Я просто очень редко играл, забивал все склады медленно, постепенно. И сейчас вы все это увидите. Так, ну едем на первый склад тогда для начала. Тот, который я начал забивать где-то то ли в феврале, то ли в марте 2020 года. То есть получается, я это делал больше 2 лет. Вообще, по факту, я мог бы это сделать и гораздо быстрее. Просто у меня были большие перерывы в игре по несколько месяцев, когда я вообще не играл. Не было либо возможности, либо желания, но сейчас я все это дело добил. И раз уж такие дела, раз уж у нас такая особая неделя, акции выпали, значит нужно продавать. А проезжай прямо через забор, он ломается. Я думаю, для тех зрителей, которые подписались во время пути новичка, стоит прояснить один момент про тех персонажей, которых они сейчас видят. Да, ты прав. Дело в том, что мы проходим, у нас основная сюжетная линия это путь новичка, но поскольку у нас есть еще и основные персонажи, мы когда-то за них играли, просто сейчас такой знаменательный день, и мы решили сделать это на запись, продать весь этот товар. А прикол в том, что если вы внимательно глянете, то здесь на одном складе товары исключительно одного вида. Это спецгруз, Да, да? спецгруз. Если его таскать все подряд в обычном режиме, то они будут спавниться исключительно рандомно. А так я специально все это искал, подстраивался так, чтобы все это было один склад, один вид товара, и в итоге у меня получилось так. То есть на этом конкретном складе у меня только один вид товара. Но теперь, в принципе, можно переходить к следующему складу. А расскажи, пожалуйста, какую сумму можно заработать, если продать один полный склад? При обычном режиме один склад при продаже полностью дает 2,2 миллиона долларов. Но сейчас с одного склада можно получить 4,4. А вы представьте, что у меня этих складов не один, а целых 5. Едем на следующий. Там у нас уже другой вид товара. Шкуры убитых зверей. Какие шкуры? Нет, я вообще старался брать те материалы, те спецгрузы, которые в случае, если они появятся в офисе, не вызывали бы каких-то подозрений, ну и просто чтобы сочетались с интерьером, чтобы захламление было минимальным. Ну и вообще это еще для меня был в какой-то степени челлендж. После продажи единственное, что его будет захламлять, это огромное количество денег. То есть денег у меня там сейчас практически нет, но там уже есть в некоторых местах различные вещицы, такие как медикаменты, электроприборы, драгоценные камни и прочее. А здесь у нас находятся драгоценные камни, то есть это алмазы и прочее. Как видите, на всех стенках везде товар одного и того же вида. Ну, я думаю, вы все увидели, все это великолепие. Едем к следующему складу. Немного не вписался в поворот. Можешь потише ехать, у меня не прогружается. Деловые такие, на X5. Ну а на этом складе у нас располагаются медикаменты. Все 111 слотов заняты ими. Они могут быть немного разные ящики. Существует на каждый вид товара то ли 2, то ли 3 разновидности. Ну, 2 как минимум точно. Ладно, не будем тогда здесь больше задерживаться, переходим к следующему складу. Так, ну а следующий склад, это, возможно, даже какая-то отсылка к сюжетной линии. Если кто помнит, там было ограбление федерального хранилища, и там были слитки золотые в огромном количестве. Ну, у меня они, конечно, не золотые, я так полагаю, это либо платина, либо вольфрам, но это тянет, я так полагаю, почти на целое федеральное хранилище.
Вы только посмотрите, какое огромное количество слитков здесь. Они Пока не не похожи на видел. золотые, но я думаю, что это скорее всего вольфрам, тоже достаточно ценный металл. Но может быть чисто теоретически даже серебро или палладий. Это у меня как личное федеральное резервное хранилище. Продавать только во время акции X2. Ну, в общем-то у нас здесь все, едем к последнему складу. Ну и вот мы наконец-то доехали до последнего склада. Располагается у меня здесь ювелирка. Цепочки, кольца, серьги, ну и так далее. Зачем рассказал? Сейчас не досчитаешься. Моя персональная антикварная лавка. Ювелирка на любой вкус. Весь склад забит целиком только ими. И здесь, как вы видите, тоже разные разновидности есть. Допустим, в одних ящиках кольца, серьги, часы. Так, вот это я возьму, пожалуй. Так, ну, в общем-то, у нас как бы все. Я тогда меняю сессию, приглашаю вас всех заново и начинаем первую продажу. Дальше я объясню все по ходу, что и как делать.